Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Сейчас слева появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. Там все о том, существовал ли на самом деле Иисус Христос или нет. Что такое религия и церковь в более широком и глубоком понимании этого слова. Почему порноиндустрия сейчас набирает такую бешеную популярность. К чему готовят россиян в будущем и почему у нас в Российской Федерации сейчас так много мигрантов. Все эти и другие расклады есть на моем закрытом канале на Бусти за подписку всего в 299 рублей в месяц. Также у меня появился мой телеграм-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, где именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на закрытом канале на Бусти или на YouTube-канале. А с нами сегодня Таро Котиков, и сегодня решила сделать для вас такой легкий расклад про наших четвероногих домашних и всеми любимых питомцев котиков. По просьбе моего мужа, который очень любит нашего мейн-куна, который скоро выселит меня с моей половины кровати, и по просьбе моих подписчиков я сделаю сегодня этот расклад. Даже специальную колоду приобрела по системе Уэйта, которая дает возможность представить и воссоздать кошачьи образы в голове, пока мы будем выкладывать карты. Ну, согласитесь, действительно, практически у каждого второго из нас есть коты и кошки, которых мы так любим и считаем полноправными членами нашей семьи. Сегодня мы поговорим о мифах и легендах, которые ходят вокруг этих пушистых созданий, а заодно и выдохнем от непростых раскладов о войне России и мировых заговорах. Здравствуйте, карты. Первый вопрос, который я бы хотела вам задать. Правда ли, что кошек почитали в Древнем Египте? Да, начнем с древности, начнем с истоков. Правда ли, что кошек и котов, конечно же, да, почитали в Древнем Египте? Правда ли, что кошек почитали в Древнем Египте? Правда ли, что кошек почитали в Древнем Египте? Так, карта дурака вышла, да, нулевой аркан. Угу. Вообще нулевой аркан обозначает у нас свободу, свободу действий, свободу движений, да, именно по системе Уэйта, если мы смотрим, это человек, ну, в данном случае кошка, да, который волен думать и делать все, что ему вздумается, все, что угодно, без страхов, без сомнений, без упреков. Именно поэтому им так с древности восхищался человек и дорожил этим животным. Действительно, да, в древности, в Древнем Египте кошку почитали, не то, что выбросить на улицу нельзя было, да, как сейчас многие люди, так скажем, делают, да, но кошка прям была каким-то тотемным животным, да, которое действительно была вольна делать все, что вздумается. Не зря вот есть такая поговорка, да, кошка, которая гуляет сама по себе, да, такая фраза замечательная. И кошка никогда, и коты, и кошки никогда ничего не боялись. И поэтому их так уважали и почитали, берегли просто, да, карта четверка пентаклей, беречь свое животное, которое олицетворяет свободу духа, пространство, ноль, да, ноль – это свобода всего, да, то есть это совершенство. Иванушка-дурачок, который идет по своей дорогой и волен делать все, что он вздумает. Да, действительно, кошек почитали в Древнем Египте, да? Угу. За что? За то, что кошка может принять самостоятельное решение и уйти, куда глаза глядят, да, если ей это вздумается. Девятка кубков. Она не будет стоять на месте, она не вольна страшиться чего-то, да, то есть она вольна делать все, что ей вздумается. Угу. Одни девятки, да, здесь, вернее, восьмерка и девятки, да, девятки говорят о том, что кошка не стоит на месте, да, если девятка – это период стагнации, но так как в совокупности с нулем, с дураком, да, это говорит о том, что кошка действительно вольна делать все, что ей вздумается, и именно поэтому кошка и коты были так почитаемы в Древнем Египте, им прямо ставили целые тотемы, да, возносили какие-то специальные статуэтки, памятники для того, чтобы вот поклоняться этому замечательному животному, да. 0 – я волен делать все, что вздумается. Девятка мечей – я не печалюсь, не горюю, да, я ухожу, куда глаза глядят, и волен делать все, что мне вздумается, и ничего не боюсь.
боюсь, да, я с закрытыми глазами могу выбрать дорогу, по которой я пойду, да, если мне что-то не понравится, и именно поэтому так берегли, да, 2 карты жадности тут, так берегли это животное и ставили им действительно какие-то статуэтки, какие-то тотемы, да, действительно в Древнем Египте кошек очень почитали за их нулевой старший аркан. Потому что люди так делать не могли, так поступать не могли, как делали это кошки. Правда ли, что кошки могут видеть параллельные миры и потусторонних сущностей? Правда ли, что кошки могут видеть параллельные миры и потусторонних сущностей? Правда ли, что кошки могут видеть параллельные миры и потусторонних сущностей? Опять карта дурака, представляете, вышла, она прям вот так и просится ко мне, да? Угу. Магический, да, обладает магическими способностями, способны перемещаться в пространстве, даже если они находятся в доме, да, то есть способны перемещаться ментально в пространстве, имеют какие-то магические, эзотерические способности, это правда. Кошки – это очень сильные существа, скажем так, да, и всегда приходит обратка, если кто-то что-то с ними сделает, да, если кто-то выбросит кошку, допустим, да, или как-то обидит, или опнет ее, да, ногой, то всегда человеку приходит обратка, потому что 0 – это алиф, да, это зеро, это всегда начало чего-то, то, чего нет и никогда не было в картах Таро, да, с нуля все начиналось, нулем все и закончится, как говорится, если 2 раза выпадает 0, если 2 раза выпадает дурак по системе Уэйта на кошке, да, значит, кошки действительно обладают какими-то суперспособностями и имеют право такое, да, переселяться в пространстве ментально, скажем так, да, и видеть какие-то потусторонние миры, каких-то потусторонних сущностей. И действительно обладают магическими способностями, да. Угу. Луна, ну конечно, да, здесь эзотерика, темная луна. Темной луне подчиняется, здесь и дьявол есть, да. Кошки – это все-таки магические существа со стороны дьявола все-таки, да, и если действительно их обидеть и сделать что-то не то, то они могут наслать какую-то беду даже, да, на человека. Здесь как бы фантастически, как бы удивительно и смешно, возможно, это не звучало, но действительно это так. Кошка подчиняется некому дьяволу, да, некому дьяволу в этом мире, некой темной луне, да, и даже когда полная луна восходит, да, у нас кошка, кстати, тоже часто в окно смотрит, когда полная луна, да, они имеют какую-то взаимосвязь вот с этим потусторонним миром, да, особенно когда кошки умирают, они перерождаются снова, конечно же, да, в животных, в кошек, да, и там познают какие-то тайные учения, скажем так, да, как бы еще раз говорю, фантастически это не звучало. Отвечая на вопрос, правда ли, что кошки могут видеть параллельные миры и потусторонних сущностей, да, и не только, они обладают некими магическими, эзотерическими способностями, которыми наделил их сам дьявол, да. Карта аддикции, карта привязки и еще и темная луна у нас здесь, да, они очень сильно взаимодействуют с полной луной, да, и особенно после того, как умирают, они перерождаются, приходят, возможно, к тем же самым хозяевам, да, и начинают все с дурака, да, начинают все с чистого листа, да, и переходят в какие-то потусторонние миры с помощью своих магических способностей. Да, действительно, кошки могут видеть параллельные миры и потусторонних сущностей. Правда ли, что кошки умеют лечить своего хозяина? Правда ли, что кошки умеют лечить своего хозяина? Правда ли, что кошки... Колода такая невероятно маленькая, после Девиан Мун, знаете, так непривычно немножко. Правда ли, что кошки умеют лечить своего хозяина? Правда ли, что кошки умеют лечить своего хозяина? Так. Да, верно, какую-то новую возможность ему дают даже, да, если даже человек тяжело болен. Паш Пентаклей, новая возможность, да, новое решение какое-то, да, решение, причем по тузу жезлов, такое однозначное решение каких-то проблем по здоровью, вот вы не поверите, да? Угу. 7 мечей. Что-то забирают себе как будто бы, да, и потом с этой какой-то болью живут. Даже, возможно, вот человек не знал, что у него есть какая-то боль, какая-то опухоль, возможно, да, зарождающаяся, а кошки, зная это, ложатся на то самое место и забирают это себе, понимаете? По 7 мечей забрать себе и вылечить хозяина, дать хозяину какой-то новый шанс.
по тузу жезлов и по пажу пентаклей, и забрать это себе, и потом это как-то разгребать, да, в своих кошачьих каких-то проблемах, скажем так. Ну, вот здесь вот как бы это ни звучало, но это так и есть, да, дать новый шанс человеку, все верно, по колесу фортуны. Да, и бороться потом самому с этими проблемами, да, кошки, причем борются, коты и кошки гораздо лучше борется с какими-то проблемами по здоровью, нежели человек, потому что человек об этом думает, человек роется в своем подсознании. Если у человека обнаруживают рак или еще что пострашнее, да, то человек сразу начинает об этом думать. И в основном неверие в свое выздоровление ему не дает каких-то шансов. Однако, если человек даже не знает о своем заболевании, кошка это чувствует. Она ложится на то самое место и дает тот самый шанс человеку, шанс новый в этой жизни, забирает себе все проблемы, и потом самостоятельно эти проблемы в своей кошачьей жизни разгребает, скажем так. Кошки очень умные существа, поэтому их не обижайте, дорогие мои. Следующий вопрос. Правда ли, что у кошек 9 жизней? Правда ли, что у кошек 9 жизней? Правда ли, что у кошек целых 9 жизней? Правда ли, что у кошек целых 9 жизней? Нет, неправда. Так, сейчас, секундочку. Карта мимикри, да, карта притворства, это неправда. Кошка до последнего борется за свою жизнь, да? Нет, кошка до последнего борется за свою жизнь, карта мимикрии, да, просто очень много сил дается ей, и здесь совершенно другое качество здоровья, скажем так, да, как я вам уже сказала, нежели у человека. Кошка может пережить очень страшную, очень тяжелую болезнь, если она находится в хороших условиях, если она находится в семье, если она находится там, где ее любят, да, то она живет гораздо дольше, чем, возможно, ей уготовано, да, сверху, да, Господом Богом, скажем так. Паж кубков – это карта мимикрии, да, нет, кошки не живут 9 жизней, не проживают 9 жизней, борются до последнего за свое здоровье, даже если ему очень плохо, они могут начать все с нуля, могут переболеть, посидеть, полежать, но если они в семье, если они в любви, если они в любящем доме, в любящей семье, если о них заботятся, то они действительно могут пережить даже какую-то страшную, тяжелую, серьезную болезнь. Я сама могу сказать по своей кошке, мы кошку нашли, мы Инкуна, выбросили ее, скорее всего, да, и мне сказали то, что не надо за нее платить деньги, да, там не надо, как бы оставьте ее, да, давайте сделаем ей эвтаназию, да, и так далее, потому что почки у нее не работают. Но все-таки наша кошка выжила, мы там отдали какое-то количество денег за нее, да, но в то же время она чувствовала, что ее любят, что ее нашли новые хозяева, и то, что хотят забрать ее к себе домой. Я почему-то хочу в это верить. Но тут действительно говорится о том, что если кошка в любви и в согласии, да, то это помогает ей выбраться из того заболевания, в котором она находится, скажем так, да, но нет никаких 9 жизней, это какие-то сказки уже, да, какие-то россказни. Всего одна жизнь кошки, просто борется она за свою жизнь очень так тщательно, да, нежели человек. Человек может все бросить на полпути, скажем так, да, если он там серьезно чем-то болеет. Следующий вопрос. Чувствуют ли кошки приближение смерти своей либо хозяина? Чувствуют ли кошки приближение смерти своей либо хозяина? Чувствуют ли кошки приближение смерти своей либо хозяина? Да, чувствуют. Чувствуют, и такое ощущение, как ни странно, но за несколько дней до смерти хозяина либо своей они становятся более ласковыми, более веселыми, более послушными. Вот это необычно слышать, но так и есть. Да? Не грустными, не печальными, а наоборот более покладистыми, более нежными, послушными. И вот так лезут, ластятся, да, к хозяину. Да, проявляют свои максимальные чувства, да, действительно кошки чувствуют смерть хозяина и свою собственную, да, для того, чтобы вот этот момент последний с хозяином, да, он прошел по 9 пентаклей, да, тут немножко карта мимикрия притворяется, да, кот или кошка, да, смерть тут сама вышла, да, действительно чувствует смерть для того, чтобы последние минуты, последние часы или последние дни прошли хорошо, прошли привольно, прошли здорово рядом с хозяином. Он проявляет, кошка или кот проявляет все свои чувства, да, чтобы потом не печалиться и не сожалеть о тех моментах, которые он
которую он упустил рядом со своим хозяином, да, немножко притворяются, потому что им действительно грустно, им печально, но они игривые становятся, веселятся, ходят, прыгают как-то, ласкаются, да, да, и предчувствуют, соответственно, смерть, но дарят все свои чувства хозяину, если кот предчувствует свою смерть или если он предчувствует смерть своего хозяина, скажем так. Да, действительно чувствуют и дарят ласку, нежность своим хозяевам перед смертью. Следующий вопрос. Правда ли, что кошки считают себя хозяевами в доме? Правда ли, что кошки считают себя хозяевами в доме? Не хозяина своего считают истинным хозяином, да, а себя считают хозяевами в доме. Правда ли, что кошки действительно считают себя хозяевами в доме? Да? Мы привыкли говорить, что наглая кошка, да, вот она ведет себя как хозяин этого дома. Правда ли, что кошки считают себя хозяевами в доме, истинными хозяевами? Да, действительно. Кто тут верховная жрица, да? Кто тут самый главный? Да, действительно, победителями себя считают, да, даром, даром небес, скажем так, да, для своего хозяина. Вот так вот кошки думают о себе, да, действительно, кто тут верховная жрица, кто тут имеет тайные знания, я тут победитель, я тут самый главный в доме, да, это мой дом, скажем так. Поэтому, когда появляется какое-то новое животное или когда появляется ребенок, да, кошки по-разному реагируют, все зависит от настроения, от характера кошки, естественно, да. Да, действительно, я являюсь хозяином в доме, почему? Потому что я не могу выйти за рамки, я не могу выйти за рамки этого дома, если кошка тем более домашняя, да, если я не выхожу, значит, весь мой мир крутится вокруг этого дома. Если я сижу в этом доме, значит, я его охраняю, я являюсь главным предметом, так скажем, да, предметом любви в этом доме, да, и кошкой, которая действительно охраняет свой дом. Ну да, рыцарь жезлов. Угу. Да, все верно, все так и есть. Все так и есть, я самый главный, я здесь верховная жрица, я здесь победитель, я не выхожу никуда из своего дома, если это говорю, еще раз повторюсь, кошка домашняя, да, я приношу какие-то весточки, да, я не замечаю каких-то моментов, там, допустим, если кошка что-то сделала дома не то, написала на ковер или еще что-то произошло, да, то, что не понравилось хозяину, кошка считает, что виноват сам хозяин. Понимаете, вот здесь вот об этом речь, да, кошки себя виноватыми не считают. Следующий, последний вопрос. Возможно ли переселение человеческой души после смерти в тело кошки? Возможно ли переселение человеческой души после смерти в тело кошки? Был такой вопрос от подписчицы. Возможно ли переселение человеческой души после смерти человека в тело кошки? Возможно ли вообще такое? Возможно ли переселение человеческой души в тело кошки? Обучение, новые знания. Чуть заново. Нет, вы знаете, нет, все-таки кошка переселяется в кошку, собачка в собачку, человек в человека. Это обучение новым знаниям, да, что-то новое нужно для себя открыть в этом мире, да, этому миру что-то новое нужно открыть, да, для того, чтобы переселить одну душу в тело, там, душу человека в тело кошки и так далее, да, нет, такого произойти не может. Четверка мечей здесь об этом говорит, четверка кубков, да, четверка повторяющееся что-то, да, постоянно повторяющееся, и все-таки кошка в кошку, человек в человека, да, переселяется, и тройка пентаклей, это слишком много нужно пройти, слишком много нужных знаний нужно получить, чтобы так произошло, да, чтобы кошка переселилась в человека и наоборот. Вот здесь вот об этом речь, да, возможно ли переселение человеческой души в любое животное? Нет, по законам Вселенной этого быть не может. Это должно что-то новое произойти, что изменит этот мир от А до Я, да, полностью. Вот об этом здесь речь. Вот такой вот был небольшой расклад про братьев наших меньших. Мы немножко с вами расслабились, поговорили про кошек. И задавайте, пожалуйста, вопросы, пишите комментарии к этому видео. Также прошу поставить лайк, подписаться на канал, если вы не успели это сделать. А с вами был Кошачье Таро и Энергия Таро. Я вас очень люблю. До новых встреч!